Обалденно вкусный пирог выходного дня с мясом, с поджаристой хрустящей корочкой. Об этом можно только мечтать. Ой, какой же он нарядный, аппетитный, много мяса, сытный. Я не знаю, вот сейчас съем такой кусок, его любят не только мужчины, но и женщины. С большим удовольствием. Вкуснятина. Всем привет, друзья! С вами Елена на канале Найди свой рецепт. И сегодня готовим мясной пирог. Я бы назвала его праздничным или пирогом выходного дня. В принципе, его можно подать на обед, на ужин. А для нашего рецепта нам понадобится фарш домашний. Здесь у нас свинина, говядина 50 на 50, 500 граммов. Также отваренный до полуготовности рис. Только закипел, я его сразу же промыла в холодной воде. Для теста нам понадобится 150 граммов теплой воды, 300 грамм муки, быстродействующие дрожжи, специи расскажу для чего, перец черный для фарша, яйцо, масло сливочное 50 граммов для теста, вот такой замечательный запеченный перчик. В летнее время можно взять баклажаны, помидоры, лук уже подготовленный для обжарки, сметана, соль и сахар. В первую очередь, друзья, мы должны с вами активировать сухие дрожжи. В теплую воду в 150 мл я добавляю 1 чайную ложку сухих дрожжей. Это примерно 3-4 грамма. Добавляю чайную ложечку сахара и добавляю штучек 5 чайных ложек, вот так как меряю сейчас чайными ложками все муки. Нам нужно дать нашим дрожжам время заработать, чтобы у нас процесс с вами шел быстрее. Все перемешиваю и минут на 15, на 20 ставлю в духовку так, чтобы вот у нас дрожжи начали работать. Если у вас дома комфортная температура градусов 28, нет сквозняка, то, пожалуйста, вы можете опару нашу не убирать. Я же поставлю, чтобы вот просто сэкономить время. А мы тем самым временем с вами обжарим фарш. Как я уже и говорила, лук я порезала. Здесь у нас одна головка, чуть больше средней, ставлю на плиту. Иногда, когда у меня совсем мало времени, я сразу туда закидываю фарш. Но лучше, друзья, обжарить сначала лук, чтобы не выделялось много воды, сока. И по отдельности обжарить сначала лук, а затем фарш. Лук у нас обжарился до прозрачности, до коричневого цвета не нужно. И в него я выкладываю фарш. Друзья, вот смотрите. Фарш нам тоже не нужно сушить. Нам нужно, чтобы он остался сочным. Поэтому как только наш фарш поменяет цвет, станет таким белесым весь полностью, это займет минуты 3, максимум 4. Так я его сразу же и выключаю. Совсем чуть-чуть я добавляю масла, буквально капельку, и перемешиваю наш фарш. Выделяется вода прямо в больших количествах. Все нормально, не пугайтесь. Фарш, конечно же, он состоит из воды. Поэтому, как только у нас вот эта вот водичка испарится более-менее, так наш фарш и готов. Еще буквально 1 минуту, и я его буду снимать. Добавляю соль по вкусу. Ну, такую пропорцию, наверное, добавлю 1 чайную ложечку. Вы солите, пожалуйста, по вкусу. И обязательно добавляю специю, свою любимую хмели-сунели. Вы, пожалуйста, можете добавить черный перчик, красный перчик, те приправы к мясу, которые вы любите. Но хмели-сунели сюда вот просто подходит идеально. Перемешиваю и сразу же снимаю, выключаю. Пускай наш фарш остывает, а мы тем временем посмотрим, что там у нас с дрожжами. Дрожжи наши очень хорошо увеличились в 2 раза. Я их выкладываю в большую объемную миску, где мы сейчас с вами будем замешивать тесто. Ой, какие пышненькие, ой, прям веселенькие. У нас с вами получится замечательный вкусный пирог. Добавляем все ингредиенты. Конечно, обязательно добавлю яйцо, чтобы тесто было сдобным, вкусным. Здесь у нас 25 граммов сливочного масла, но у нас размягченное, тоже выкладываю.
А для вкуса обязательно добавляем соли. Не забываем, чтобы тесто наше было вкусным, солененьким. Перемешиваю. И сразу просеиваю муку. Муки, еще раз скажу, мы взяли 300 граммов. Просею сейчас половину. И перемешаю. Так, чтобы у нас здесь все не комом было, а такое однородненькое, красивенькое. Друзья, конечно, самое главное в дрожжевом тесте — это не перенасытить его мукой. Поэтому вот оставшуюся муку высыпаю, но не всю. Здесь у нас осталось граммов 30. Просеиваем. И опять перемешиваю. Мы с вами должны сформировать тесто. То есть его оформить, собрать в шар. Освобождаю венчик. Замешиваю тесто. Мы его должны очень хорошо вымесить, потому что дрожжевое тесто, оно очень любит руки. Высыпаю оставшуюся муку на досточку и вымешиваю. Тесто у нас небольшое количество, потому что пирог у нас будет небольшой, сразу же вам скажу. Тесто наше очень хорошо перемешалось, я прям его вымесила, отлично. Немножко подлипает к рукам, поэтому чуть-чуть на ручки я на свои растительного масла наливаю и продолжу его вот так вот подмешаю маленечко, вот таким способом. Конечно, никакой клейковины у нас еще, друзья, нет, поэтому я его отправляю в целлофановый пакет. Желательно убрать на час. Если нет времени совсем, 30 минут будет достаточно. В теплое место. Тесто у нас очень хорошо поднялось, оно у нас такое тепленькое. Я сейчас обязательно его выложу, покажу вам поближе. В духовке оно у нас находилось 45 минут, поэтому, друзья, смотрите, какие у вас дрожжи. Я лично всегда за результат, чтобы тесто очень хорошо поднялось, вот такое пористое, красивое. Я его обминаю, выпускаю всю углекислоту. Немножко подлипает, ничего страшного. Сейчас мы его обомнем. Все хорошо у нас. Тесто мы должны поделить на две части. Части эти будут неравные, значит, одна будет больше в 2 раза, а другая меньше. То есть вот такие у нас получились части. Примерно это здесь у нас 2/3 и здесь 1/3. Вот такие части я раскатываю в лепешечку по размеру нашей формы. Форма у нас размером 25 сантиметров. Поэтому смотрите, какая у вас форма. Толщина примерно где-то будет 0,5 сантиметра, вот так. Выкладываю нашу лепешечку в форму. А форму, друзья, мы предварительно обязательно смазываем сливочным маслом или растительным. Выкладываю. Так. Немножко, где нужно, я уравниваю, чтобы вот так вот бортик у нас был немного прикрыт, чтобы нам затем соединить края, чтобы у нас здесь, друзья, хорошо все получилось. Вот так вот ручками. Накрываю наше тесто полотенцем так, чтобы у нас дно нашего пирога не было таким прибитым и пришлепнутым начинкой, а дам ему подняться. Пока нарезать буду перец, тесто наше уже немножко поднимется. Обязательно накрою салфеточкой или полотенцем. Значит, перец я запекла в духовке. Это можно сделать на сухой сковороде, буквально с каждой стороны немножко обжарить его. Обязательно снимаю кожицу. Друзья, в летнее время, пожалуйста, добавляйте в пирог вяленые помидоры. Также баклажаны очень вкусно, поэтому скоро сезон овощей. Не забудьте, что овощи наши обязательно должны быть подвяленные. Это обжаренные на сухой сковороде или с небольшим количеством масла. Если мы их положим сырые, то у нас пирог превратится в кашу. Это нужно сделать обязательно. Перец я нарезаю тоненькой соломкой. Раньше этот пирог готовил без добавления перца, баклажанов.
И такое было чувство, что чего-то не хватает. Сейчас я стала добавлять овощи, и прям вот он такой самодостаточный стал, вкусно. И самое главное, что вкусы эти можно менять и делать под себя. Нижний слой у нас не такой объемный, как все тесто, поэтому 15-20 минут достаточно, друзья. Дно я обязательно смазываю растительным маслом. И посыпаю сразу же панировочными сухарями. Делаю я это для того, чтобы начинка наша не проваливалась, она будет достаточно тяжелая. Поэтому попробуйте, сделайте, может быть, вам понравится. Сухарей много не нужно. Если также у вас будет излишняя влага, сухарики ее на себя возьмут. Бывает так, что немножко не подрасчитаешь, либо фарш такой жирновастый. Поэтому дело нужное. Советую. Первым слоем у нас будет рис. Слой риса мы не делаем толстым. Нам не нужно, чтобы рис у нас значительно чувствовался. Он должен быть лишь для того, чтобы излишний сок от мяса у нас пропитал вот этот рис, чтобы он у нас распарился и так вот как бы един был с тестом. Такой вкус должен быть. Не кладите много, вот так разравнивайте. Так, обязательно подсолю рис, он у нас не соленый, поэтому я обязательно подсаливаю. Сдобрю небольшим количеством черного перца, чтобы был вкус чуть-чуть. И сверху выкладываю паприку. Паприка для нашего пирога – это изюминка, добавочный вкус. Тоже не переборщите, всего должна быть мера. То есть вот такой вот, чтобы он у нас был не сухой и в то же время с изюминкой. Очень красиво. Я так думаю, безумно вкусно. Друзья, мы теперь выкладываем фарш. Фарша у нас, конечно, здесь много, потому что пирог мясной. Основной ингредиент здесь фарш. Смотрите, как я его выкладываю богато. По-нашему, как говорится, пирог для мужчин. Ну, я, женщина, обязательно съем кусочек. Кусок большой. Так, вот так выкладываю. Так, друзья, мяско у нас, конечно, значительный слой, все красиво. Оставшийся перчик я выкладываю сверху, точно так же, как и тот слой. Друзья, сверху у нас сейчас будет соус, мой любимый, обалденный, который придаст пирогу такой нежнейший вкус. Поэтому смотрим. Соус достаточно простой. Мы берем несколько ложек сметаны, в зависимости от того, какой у вас по размеру пирог. Добавляю туда красный перец по вкусу. Вы, друзья, смотрите, если любите остринку, то добавляйте. Я не люблю, чтобы пресно было мясо, поэтому остриночку обязательно добавляю. Добавлю черный перчик и, конечно же, свою любимую зиру. Обожаю ее с мясом. Вот кладу вот прям вот маленькую такую щепоточку, но обязательно их между пальчиков протираю. Семечки перемешиваю, добавляю небольшую щепоточку соли и наношу на нашу начинку. Конечно, я начинку не заливаю, я всего лишь хочу ей придать вкус. Небольшим количеством наношу сметану. Сметана у нас жидкая, 10%. Выберите, какая у вас есть. Не заморачивайтесь. Запах-то какой будет. Да, запах, аромат уже идет. Вкусно очень. Убираю наше произведение в сторонку, а мы тем временем с вами раскатываем оставшийся кусочек теста в тоненькую лепешку. Лепешку раскатываю такую продолговатую, достаточно тонко. Из нее мы сейчас будем готовить нарезочки, такие полоски. К
крайние ленточки я нарезаю такие более-менее широкие. Делаю с этих полосок такие елочки. Вот такой у меня узор от бабушки мне достался по наследству. Такую елочку я делаю. Простой очень, кстати. Да, простая нарезка, но очень нарядная. Достаточно. Сначала длинные прорези делаю, а затем вот такие короткие. И сразу же выкладываю на пирог по краю. Стараюсь так, чтобы пирог соединился, украшение наше соединилось с тестом. Так, выравниваю. Середину пирога я буду украшать двойной елочкой. Такой простой незамысловатый рисунок. Выкладываю ее по центру. Красиво мы с вами украсили пирог. Он у нас прямо вот нарядный. Еще не приготовился, но нарядный, праздничный. Отправляем его на расстоечку в теплое место на 30 минут обязательно, друзья. Накрываю полотенчиком. Перед выпечкой, друзья, обязательно смазываем взбитым яйцом или молоком, что у вас дома есть, чтобы пирог наш был красивый, загорелый. И отправляем его в духовку разогретую до 180 градусов. Ах, какой он у нас аппетитный и ароматный. Если бы это можно было только передать. В духовке при 180 градусах мы его выпекали 25 минут. Затем я выключила духовку и дала ему постоять еще 5-7 минут. Обязательно вот такой вот тепленький, мы его смазываем сливочным маслом. Можно также украсить веточками укропа. Ох, посмотрите, какое заглядение. Так, он еще нарядней. Есть базилик, можно и базиликом. Я очень люблю летом с базиликом. Сейчас мы с вами обязательно его попробуем. Красотульку нашу. А пирог я выложила безо всяких проблем из формы. Перевернула его на тарелочку. И сейчас, друзья, мы обязательно его попробуем. Нашу вкусняшку. Конечно, кушать его нужно горячим. Ах, это хрустящая корочка. И безумно вкусная начинка. Посмотрите, какой он нарядный, пышный, много домашней начинки, мяса. Открою вам, друзья, секрет. Каждый раз этот пирог получается все вкуснее и вкуснее. Пробую. Вкусный, сочный, вообще, я бы сказала, восторг. Обязательно сейчас ем. И вам желаю такого же пирога. Не забудьте подписаться на наш канал, найти свой рецепт, поставить лайки. Я в восторге. Вкуснятина необыкновенная. Нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления. До свидания, до новых встреч.